Всем привет, привет. Вот это жестко, конечно. Я только включил стрим, даже не успел нажать кнопку начать трансляцию, уже лобби забилось от края до края. Нормально. Но это лучше, чем ждать по 10-15 минут. Всем привет. Ой-ой-ой. Жестко. Один 996. Ща, ребят, дайте я тут хоть закончу то, что я планировал. Сейчас, секундочку, пожалуйста, подождите. Пока лайк прожмите под стрим, пока я тут занимаюсь. Так, все. Я вроде вернулся, сейчас быстро прочитаю чат и можем стартовать, в принципе. Так, не говори пин. Че так быстро? Не успел. Кто знает, тот знает. Смысл тогда оставаться здесь, если кто знает, то знает. Но, Влад, во-первых, ты сейчас не прав по той лишь причине, что я всегда пишу, какой номер лобби, какой пин-код. И пин, в принципе, всегда один и тот же. Всегда, абсолютно. Плюс в моем телеграм-канале об этом пишется, плюс я закрепляю сообщения, поэтому такое. Ади, привет-привет. Капец тебе смехами залетело. Да, залетело смехами отменно, но чуваку с предметами лучше залетело. Но, в принципе, ладно, контент как бы построен, мне понравилась катка, я ее 100% выложу, только чуть попозже. Но обалденная игра была. Вот, может, повторю в этой игре. Ну, посмотрим. Вот. Так. Ну что, не будем как бы растягивать, все такое. Поехали! Поэтому, ребят, всем приятного просмотра, кто не успел, и готовьтесь к следующему лобби. Пароль, пин-код, все есть, погнали. Единственное, что мне нужно, чтобы написали мне, как меня будет сейчас слышно. Соотношение игры и моего голоса. Я топ-3 занял. Ну да, все равно красивая игра была, мне она очень понравилась. Так, что мы здесь в первую очередь видим? Мы видим орков, видим аптечечку. Видим берсерка, видим минера. Ну что, повторим мой старый движ. Так, топ ни один не покупает панду, ему нельзя. Вот. Ему нельзя, потому что, потому что это топ не один. Он как Марк, он сейчас с панды возьмет, вытащит себе минерчика и повторит мою былую славу в предыдущей игре. Можно? Нельзя. А ну-ка в чатике пишем, что ему нельзя играть на мехах. Не сегодня. Удачного скилла, спасибо. Так что вам, ребят, тоже удачного скилла. Так, ну у меня есть клевер. А это заявочка на успех. Не буду спешить пока что. Пока что не буду спешить. Что мы тут видим? Есть Мамора, есть Жезлкиры. А мы, в принципе, можем не выеживаться и кое-что другое сделать. Короче, есть парочку интересных моментов, которые я могу провернуть в этой игре. Посмотрим. Все будет зависеть от того, как будет идти, а идет более-менее вообще прекрасно. Я даже удивлен, что так идет на самом-то деле.
Не знаю, не знаю, не знаю. Ну, клевер мы возьмем, окей. И меч возьмем, окей. Будем рубить. Сегодня будем рубить, будем разрубать. Сегодня будем кайфовать. Я хочу попробовать одну, скажем так, экспериментальную тему. Мне она более-менее понравилась, но она очень рисковая. Ой, ёп! Ну ладно. Я уровень случайно взял. Я случайно взял уровень. Я кто? Я молодец, правильно, ребятки. Блин, ну это тупо произошло только что я взял уровень. В принципе, не критично, но просто у меня был немного другой план. Сларк в 2 звезды уже. А говорят, я скилловый. О, молнии у ежика. Сильно. Не, ну в принципе не так уж и критично, если то, что я хочу сделать, получится. Не знаю, не знаю. Сейчас, короче, посмотрим. Марса продам. Что, как у вас дела? Рассказывайте. Ясно. У меня рубрика все по 2. Что тебе там ясно? У меня все, рубрика все по 2. Так что не ясно. Ничего не ясно. Я бы хотел, конечно, себе луну в 2 звезды. Очень хотел бы. Но, видимо, сегодня будет без луны. В принципе, можно немного так сделать. Ну, у ребят там уже и Марс есть. Не знаю, может получится, а может не получится. Ладно, я клевер скипну. Клевер это, конечно, круто. Но 2 меча, мне кажется, будет получше. Ай-яй-яй-яй-яй, как же идет. Убийца. Ага. Ага. Убийцы. Ладно. Потеть так потеть. Потеть надо красиво. 25% шанс. Здорово, как дела? Привет, привет. Да более-менее на самом-то деле. Как у тебя дела? Блин, ну Хускарф 160 урона с руки как-то очень приятно выглядит. $12 опыта надо, да? Пожалуй, сделают вот так. Я думаю, так красивее будет выглядеть. Гоблин-убийца тоже 6-й взял. Ну, вот гоблин-убийца, кстати, неприятный. Палочки у него там такие. А вот, кстати, мой конец и пришел, походу. Да, баф гоблинов упал не на того, кого надо вообще. Обидно. Нормально. Клетка Гриттера, если что, уменьшает скорость атаки у Джаггера. Сильно. Сэр, привет-привет. Если бы у меня баф гоблинов упал на кого надо, было бы поприятнее, конечно, но пока что так. Зря, наверное, я продал одного чувачка. Ну, посмотрим, может сейчас получше будет. Надо было позвать.
Да ну, он бы на мете играл 100%. Я не люблю токсичных людей. Может, у человека настроения не было просто, и он решил в чатике понакидывать. Твой подписчик из Казахстана, который до сих пор не догнал чё-почём. В плане, в плане чё-почём. Ты спрашиваешь, сколько стою я, или ты просто... Привет-привет, Марк. Ну, пока что нормальный стрим. Пока что. Ребята там меня пытаются унизить. Ну, это дефолтная тема, когда начинаешь стрим. Все меня пытаются убить. Вот так. Я для всех враг. Враг номер 1. Эту игру еще не понял. Вроде уже слон. Ну ничего страшного, придет время, поймешь. Ну, в этой игре главное, возьми себе 3 хороших билда, на которых ты будешь играть. Вот, допустим, самые простые билды. Возьми себе билд охотников, билд воинов, ну и билд зверей. Все, вот тебе 3 билда, и просто пытайся на них играть. Играй, разбирайся с предметами и все такое. Ничего сложного. Просто вот тебе 3 билда. Играй на этих 3 на 3 билдах. К сожалению, я не могу присоединиться, потому что я еще 5 часов работаю. Марк, ну все равно приятно, что ты зашел на стрим, поэтому спасибо тебе за то, что зашел на стрим. Приятного тебе просмотра. Вечером, как говорится, Марк, реванш. Реванш за эти игры. Так, проказник будет играть на убийцах. Я не понял Мамору. А где оттуда героев? В плане ты не понял Мамору? Или я неправильно... Ну, или ты неправильно написал, либо я неправильно понял. Жезл Кира. Раз, два, три. Топ не один играет через Жезл Кира. Это означает, либо будет Кири Луна, либо что-то еще. Я действительно... Сейчас я не могу перевести что-то. Что-то сложное ты написал, короче. У меня еще и стрим забавился на ютубчике. Я сейчас не могу чатик обновить. Секунду. Блин, орки так хорошо идут. А мне все так хорошо идет, аж слюни текут. Сейчас, секундочку. Вот обновил сейчас стримчик. А, все, перевел, понял. Сложное сочетание, я к такому не привык. Но не расстраивайся. Будут еще стримы, покажешь скилловые билды, будет хорошо. Ну, типа, там кто растет внутри, ни разу не выходил. Ну, смотри, когда у тебя 3 из 9, это у тебя 2-звездочная фигура. Когда 9 из 9, это у тебя 3-звездочная фигура. Но все зависит от того, какой у тебя там пул. То есть, если у тебя там пул героев закончился, то есть тут не бесконечные герои, если вдруг ты так думал. Тут есть окончание этих героев. Как это звучит? Вот, то, соответственно, когда герои закончатся в пуле, они перестанут расти в Маморе. Это важный такой момент, его нужно учитывать. 9 эльфов и луна. Ну, я тебя понял. Молодой уважаемый человек под именем Топ не один. Слушай меня сюда. Я тебе сюрприз устроить хочу. Я думаю, тебе понравится. А, там уже антимага нашли. Понял. Думаю, нам понравится. Я пока что не сильно большой, но я тебе приятную плюшку показывать сейчас буду.
Ай, тут я раунд проиграл, кстати. Я дурак! Ой-ой-ой! Пока я тут объяснял, ай-яй-яй, прикиньте, вот это я лошарик. О, прикиньте, как я обкекался. Я тут пока тут великие речи толкал и тому подобное. Я так обкекался. Ай-яй-яй. Ну ладно. Ну ладно. Что ж. Бывает, ничего страшного. Всегда обосраться успеем. Так, вот бы классическую раскладку фигур. Это потому что не классическая раскладка фигур. По-любому из-за этого. Не, ну топ не один мне нравится. Луну на каком? На 10-м раунде ты нашел 3 звезды? На 12-м. Сильно! Ничего не могу сказать, это сильно. А как работает волшебника их? Их же 3 у тебя. Ну смотри, видишь, у меня 3 волшебника сейчас. Из-за того, что у меня 3 волшебника, у меня активировалась синергия 4 волшебников. У меня есть одна активная синергия. Вот, воины. Если я, допустим, доставлю морских, уберу воинов, да, у меня получится синергия морских. Вот так вот кратко она работает. Думаю, понятно. Мне не нравится, что там убийцы собираются. Неприятненькие такие типочки. Мне бы Хускара в 2 звезды, я был бы намного увереннее в себе. А из-за того, что у меня нет Хускара, в 2 звезды я в себе не уверен вообще. Потому что больно будет, ай-яй-яй. Несмотря на то, что у меня 34 брони, все равно такое себе. Нужен Хускар. Без Хускара жизнь не мила. Японский бог. Вот это предметы. Вот это я понимаю царские подгоны, а не предметы. Еще и переделать пока ничего не могу. Луна, ой-ой-ой. А там сильная у тебя луна, кстати. Так, сегодня я играл 6 ролей, 2 чернокнижника, 3 дракона через ДК Керри. Я играл один раунд против 6 зверей. Все 3-звездочные звери, идеальные предметы. И мой ДК получил ваншот, потому что спам. Занял 2-е место, даже с идеальными предметами. Ну да, это обидно такое получать. Ну вот, кстати, тоже Хускар в 2 звезды с жетоном. Он меня порвал. Несмотря на то, что у меня есть 9 воинов. Вот так вот. Тоже бывают в жизни такие огорчения. Ну ничего страшного, сейчас мы подрастем чуть-чуть. У меня есть план, и я буду его придерживаться. Даже не знаю, Эгиду может пока что закирить, просто... Ну, Хускар решает. Нужен Хускар в 2 звезды как минимум. Да. Про смежные синергии понятно, но почему активирована полная синергия волшебников, когда их 3, а не 4? Потому что синергия 2-го уровня дает тебе +1. +1 к синергии. Тут, я думаю, понятно. Опять меня вынесли. Еще и Эмбер в 2 звезды. Как ты его нашел? Эмбер в 2 звезды. Где ты? Как ты его нашел? Маморы нет? Он тебе просто пришел? Обалдеть. Вот это фарт, я понимаю. Сильно. Вся игра была в мобах. Он нанес мне 56 урона за 1 раунд. Блин, Марк, я тебе очень сочувствую. Очень.
На кому найлегше апати ран хоча б до Кінга? Звери через сумоны. Первое. Ну, отчасти охотники. Второе. Ну, короче, вот эти вот парочку билдов, я думаю, тебе будет с головой. Охотники, звери и воины. Вот, все. 3 билда. Ну вот, кстати, из-за того, что у меня нету Хускаров 2 звезды, меня опять вынесли. Хускаров 2 звезды решает. Ну ладно, мы пока идем в уровень, у меня есть план. Да, без Хускара неприятно, конечно, играть. Хускар все-таки много дает. СПС. Не, воинов лучше чистых играть. Чем больше воинов, тем лучше. И если... Ну, вообще, на самом деле, от предметов зависит. И от твоего керри. Тут просто есть берсерк. И можно через него играть. А лучше играть через полных воинов. Вот лучше. Чтоб не париться, просто собираешь себе полных воинов и кайфуешь от жизни. Просто полных воинов. Тебя бьют, они убиваются об тебя. Главное, чтобы у тебя были еще предметы. У меня здесь предметы, к сожалению, не очень. Были бы у меня предметы получше, было бы полегче. А так у меня и не Хускаров 2 звезды. И все такое. И воины, даже убийцы меня сейчас разваливают. Но мне надо сейчас 19-й. Забрать мобов. Чтобы упал какой-то предмет и от этого уже отталкиваться. Но помимо этого у меня есть еще один план. Реализую, будет имба. Не реализую, буду плакать. Самое главное, чтобы сейчас реально по предметам пришло. Не придут предметы, мне будет орба. Сларк 3 звезды. Ну, не, на самом деле я удивлен, как Миррор нашел себе Эмбера в 2 звезды. Это прям сильно. Я думаю, новые рыцари. Сейчас, секунду. Важный момент сейчас будет происходить, потому момент. Предмета нет, это плохо. Ой-ой-ой, ДК нашли. Шесть зверей. 6 зверей через спам будет. Ладно, сейчас посмотрим. Да, 43 хп, конечно, печально. Ой, Омник. Плохо. Все очень-очень плохо.
Так, а ще підкажи, пліз, кого в керрі на воїни краще дума, якщо нема нормледі? І яких фюр можна заблокати, щоб не попадались синів? Не понял немножко про синев. Ты имеешь в виду, чтобы у тебя убийцы не попадались или что? Ежика жалко, как и всех магов. Ну, такая жизнь у магов. Но на самом деле он еще может что-то. Как бы без рофлов. Да ёперный театр, не идет то, что мне надо. Лондруид в 3 звезды неприятно. Так, я думаю, новый рыцарь нужно бафнуть, потому что он... Так, ща, погодь. Подожди, чуть попозже. Убийцы, конечно, наваливают сейчас. Ребята, законтрите как-то убийц. Убийцы душат. Ну кого краще заблокувати, коли граєш на воїнах? Типу синів чи кого? І за кари ти не сказав. Ну, если ты играешь на воинах, то либо охотников, либо убийц блочишь. Два берсерка, ты серьезно? На 9 уровне? Обалдеть. Обалдеть. Да, сильно. Those who trespass into the live sand will die. Меня смущает маг-дракон. Но там есть тот, кто смущает меня еще больше. Сейчас, ребят, подождите секунду, плиз, я в чате отвечу. Маг-дракон, магический билд есть, звери есть. Ладно. Защищу себя немного. Молот грома есть. Пожалуйста, дай мне то, что надо. Дай мне то, что надо. Боже, какую дрянь мне насыпала. I'm a magic user, not a magic fountain. У меня очень плохие предметы. Ужасные. Если объективно честно быть, у меня ужасные предметы.
Да етить, колотить, как мне яйца насыпает. Ты глянь. For me, you little monster. Да где моя ЦМ-ка, алло? Маг-дракон, кстати, вырвался. Вырвался в топ-3 как минимум. Ладно, почитаю чат. А в чате больше ничего не писали. Яйцо ЦМ-ка апай. Фу, яйцом ЦМ-ку апай. На самом деле я так и хочу сделать. Вот эта новая фигура, Марк, о которой ты говоришь, я так понял, это про вот этого вот рыцаря нового. Который с новой синергией и все такое, ну, короче, бесполезный бред. Да, я полностью согласен. Ее нужно обязательно бафать, потому что, во-первых, у нее скорость атаки никак не бафается, это тупой бред. Разрабы полностью плохие люди из-за этого. Поэтому так вот, да. Я тут с тобой полностью согласен, что этого рыцаря нужно апать 100%. Ну хорошо, Марк, спасибо, что зашел, удачи тебе. Синергия, кунг-фу, камень Киры, клинок тени, ханы всякие, воины. Убийцы. Убийцы смущают. Очень смущают убийцы. Надо сначала выкинуть мага. У мага драконий рог. Вот это неприятный момент. Вообще неприятный момент. Придется как-то так делать. Если что, я не просто так закинул волшебное зеркало в ЦМ-ку. Кто не знает, то если закинуть волшебное зеркало в ЦМ-ку, то будет 3 ЦМ-ки регенить ману. I can pick roses with one hand and hit you with another. Wanna try? Да, драконий рог неприятно, конечно, находится в дизрапторе. Есть проблема. А еще есть обезоружь. Тоже проблема. Из легендарок есть хан, есть орки. Ну, в принципе, можно попробовать будет собрать себе сейчас и того, и того. Ребят, 40 человек на стриме, накидайте лайков. Сама ты сделал грубую ошибку. Убери сейчас маску берсерка из тролля. Убери ее быстрее. Убери ее, она тебе блокирует твою способность. Аминь. Ай, топ мне не дожил чуть-чуть. Чуть-чуть. $70 монет, 0 МК. Это жизненная жиза. 16% на фиолку. Наше дело страдать. Наше дело страдать. Я он вообще яичный магнат. Мне нормально. Горн. Эмбер, конечно, меня смущает. Темпларка. Ой, темпларка. Мартретка, огонь, конечно. Сильная. В самом деле у меня сейчас большие проблемы будут. Меня могут спокойно вынести. Been.
Хе-хе-хе. Фух. Ребята, вы заставляете потеть людей. Вы знали об этом? Кираса. Ой-ой-ой-ой-ой. Темпларка неприятная, с багровым клинком, который накидывает сайленс. Меня могут очень быстро разорвать. Нужен омник. 100% нужен омник. Без омника мне здесь торба. Sign a contract with me. Если он мне снесет все хп, будет очень-очень-очень печально. Ай-яй-яй, косу забыл юзнуть. Ладно. Привет, Гвард. Первый раз на стриме. Спасибо за контент. Желаю максимум интересных каток, побольше новых интересных страток. Ну и как водится, и как водится, мирного неба. Спасибо большое, спасибо. Стараюсь делать классных каток. Много классных каток. Блин, вот, кстати, тоже неприятные там типочки. Не знаю, может... Блин, ну мне может прилететь в любом случае багровый клинок. Хочу этого или нет. Не знаю, сейчас посмотрим. Вот он прилетел. Да, в любом случае прилетает в меня. Да. Два хп осталось, окей, поживем. Хотя есть у меня одна идея, но он может мне не упасть. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Хе-хе-хе-хе. You know nothing about drawing agate. I am inevitable. Да я не понял, что с яйцами творится, алло. Да вы гляньте, как яйца сыпет. Хорошо, кстати, что с берсерка убрал клинок. Молодец, красава. Боже, какая же Керри Тинкер имба. Уже подсел на эту сборку. Собери Керри яйцо. Не, спасибо. Тут у меня ребята такие потнячки, что с Керри яйцом единственное, что я здесь могу сделать, это откисать. Айтер. 6 зверей через сумоны. Неприятная проблема ты. Ты неприятный какой, ты глянь. Очень неприятный. У-у-у! Вот это у меня пацан скилл стырил. У-у-у! Хорош. Корабль в путь! Уху! Wanna sign a contract with me? Мальчик на читах. Фу, не, ну это, конечно, потная каточка, ребята, ну. Футболка мокрая насквозь. Блин, если мне сейчас еще один драконий рог падает, я этого зверя испепеляю. Хотя нет, не испепеляю, там у него... Скажите, я вам скажу, у него БКБ. Что-то я в себя поверил слишком. Слишком поверил в себя.
Ребятки, а что это значит? На самом деле я удивлен, как мне так яйца насыпало. Это просто, ну... А вот интересно, теоретически, какая нужна сборка, чтобы сделать Кири яйцо? Реально ли? Ну, ранг пешка против ботов, и все, в принципе, реально. Можно всяких там охотников поставить, и можно эльфов, наверное, поставить каких-нибудь. Тогда все реально. I can pick roses with one. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Wanna try? Fake mercy is meaningless. Опять ты яйцо приходишь, ты посмотри на него. Опа. Так, шторм у меня есть. Правильно же? Если я поставлю тебя, то только орки появятся, да? Да, отлично. Every scar makes an even more devoted disciple. Ху-ху-ху, рефрешер. Ху-ху-ху. Все может быть сейчас не так радужно, как я планирую. Все может быть сейчас слишком опасно для меня. Но в этом и прелесть этой игры. Риск. Прости, пожалуйста. Но это было слишком. Кунка 3 звезд. Наныл. Красавчик. Ой-ой-ой. Мне бы, конечно, стильно Кунку получше, а то он с этой тухлой рыбешкой в руках. Красивая, красивая игра. Маг, конечно, силен, но маги страдают, ребята. Играть на магах — это заведомо подписывать себе смертный приговор. Но с Омником 2 звезды шансы были. Вот звери через спам. Тоже отличная сборка. Законтрить, конечно, можно, но сложно. Но вот если бы у меня не было такого стола, то он бы меня спокойно порвал. А так, все было очень красиво, очень классно. Фух, так, ребят, пока тут давайте рокировку сделаем. А я быстренько отбегу воды налить, потому что пить хочу нереально жарко, еще так дико. Все, я отбежал. Так, все, я на месте. Так, я сейчас быстренько посмотрю, кто был в предыдущей игре. Ну, я думаю, конечно, поменялись. У меня подписчики обычно нормально все делают. Так. Так, Mirror, Айтер. Нету. Демон Самат. Нету. Проказник Ежик нету. И тут не один. Так.
Всем привет, не успел. Ну ничего страшного, на следующую катку успеешь. Ку, можешь показать, как свой строй создать? Я такой темы не проворачивал, но там вроде бы только с телефона можно создать свой строй. Ну или вроде с ПК тоже можно. Ну давай после стрима, после последней игры я тебе поклацаю, может что-то тоже найду. Так, ну что, желаю всем удачи, поехали. Магия — это сильная сборка в вакууме. Если все шмотки, фигуры, реликвии падают, то рвет. Согласен, да. Если у тебя все идет, все классно, но, как говорится, всегда найдется скилловичок, который покажет, где твое место. А место будет у магов у сортира. Типичная игра на магии выглядит так. Все фигуры Т1, ничего не падает, денег нет, уровня нет, урона нет, и тебя выносят крипы. По сути, сборка заканчивается, когда у тебя 5 хп. И закономерно почти в 90% случаев в топ. Я даже не знаю, в какой топ. Топ 5 максимум. Wanna sign a contract with me? All I need is my bow. Yummy candies. One for you? Изи топ-5, да. У меня просто не получается с телефона. Оно просто в приложение перекидывает. А, ну да, скачай приложение Pocket Dragon Nest, по-моему, называется. И там сделай себе сборку. Я просто себе на телефон установил, но я там чисто иногда аукционом пользуюсь. И все. И то редко. In the name of the moon, I will punish you looking for me. You little monster. Wait for my signal and play it by ear. Look out, world. Open your third eye and see. Ой-ой-ой, Тинкер в 2 звезды, понимаю. Да будет больно. I have a bad feeling about this. I can pick roses with one hand and hit you with another. Wanna try? Killing We're almost there. It's just one step. Зато Кири Тинкер через жезл Киры все пешки Т3 к 25 раунду. Ну, Кири Тинкер тоже такая сомнительная сборка, потому что если найдется против тебя тип, который просто намного тебя фартовее, он тебя снесет, будь здоров. Элементарно он поставит себе 4 морских, поставит себе шар бездны какой-то, и все, и ты просто дальше где-то сышь под себя на этом Тинкере. Сколько раз я уже такое видел, сколько раз ощущал. Поэтому да. Тоже сомнительно, короче, авантюра. Но если идет, то можно попробовать. Pick roses with one hand. В мету, когда просто убрали от хил My new trick? Wanna с try? предметов, стало, ну, потруднее, серьезно потруднее стало. Вот тут уже, вот у Рейнга, смотри, какой стол. Сларк в 2 звезды, Тинкер в 2 звезды. Тут Марс в 2 звезды вообще. Сейчас еще баф людей кто-то соберет ранее, вообще будет 10 из 10. А про какой стратегии не найдется тип тебя фартовия? Ну, вообще везде все так. Это игра про удачу. То есть, ну, да, скилл влияет в игре здесь, но он влияет не так много, как фарт. Вот фарт. Фарт влияет жестко. Если тебе идет, у тебя все фигуры идеально, то забей. Ну, тебя никто не остановит. My arrow always arrives on time. Ты будешь Гераклом этой игры. Если тебе тупо все идет. И идут предметы. Вот элементарно даже, смотри, тебе приходят, допустим, золотые роллы со старта, и ты думаешь, все, ну, ты порвал всю эту игру. Но элементарно тебе чел придет с идеальными предметами. Вот у меня была сегодня такая игра, там, где я отлетел в топ-2, но тем не менее у меня были ранние мехи. Я там собрал себе берсерков, 3 звезды, все такое, но мне тупо немного по предметам не пошло. А чел там нашел себе с первого раза бессмертие, маску 5-го тира, Мьёльнир, обезоружь. И всякую такую тему. Ну, неприятно было. Охотники, кстати, наглухо отбитые. Вот это реально трудно контрить. Просто в угол забивают. Собрал воинов, порвал охотников. Все.
Сильный магический билд тоже может порвать охотников, но тоже, если там нету охотника Тайда, потому что он поставит тебе 4 морских на лицо и все. Турниры по этой игре бывают. Когда-то были турниры. Даже со ставкой $1 000 000 когда-то был турнир. Но все это разработчики спустили в трубу. Все это когда-то, к сожалению, было. На самом деле, я же говорю, в этой игре влияет очень сильно удача, как тебе идут предметы, как тебе идут герои. Это все очень важно. Зачастую тебе может идти идеальный стол, ты можешь быть богом этой игры, с идеальным столом, но чел придет просто с одной мартреткой в 3 звезды, с идеальными предметами, и просто поставит против тебя гритеров, он тебя взорвет. Он просто расскажет, где твое место. Кстати, вроде я уже спрашивал, но ты на ЗП у разрабов или ты сам по себе? Сам по себе. Разработчики тут никак не поддерживают авторов контента. Никак. Я им предлагал сделать турнир для моих подписчиков с ну там пончики какой-то. По-моему, я ставил, по-моему, 30 или 20 тысяч пончиков за первые призовые 8 мест. Ну что-то, короче, такого. Я им предлагал сделать, по итогу они эту, тему забили просто. Jimbix Squad, do you understand my language? Короче, я выйду в экономику. Beelzebub, where have you been? Ой-ой-ой, кто пожаловал? Да это же наш мажор. Сергей, привет-привет. Кстати, Сергей уже является целый год спонсором канала. Стримчик пролетает отменно. Была предыдущая катка шикарная, но эта катка, скорее всего, меня заставит поссать по себя. Разрабы — это же вроде те челы, которые кастомку в доте делали, верно? Если это так, то тут хрен с маслом, а не поддержка. Ну, вообще да, это так оно и есть, но тут даже не в этом дело. Тут разработчики делают максимально криворукий баланс, максимально кривая оптимизация. То есть тут все через одно место сделано. Это обидно на самом деле. Обидно то, что разрабы вот так вот просто похоронили свой проект. Проект был многообещающий. Я имел в виду, ты проводишь турниры? Ну а смысл мне их проводить, если у меня нечего дать подписчикам? Призового фонда нет, выигрыша никакого нет. Я наушники разыгрывал для подписчиков. Правда, только по Украине, но все же. Яйцо, спасибо. How did I shrink? Wait for my signal and play it by ear. Skull? He ran away screaming as soon as he stepped into the greenhouse. Ну, вот как-то так. Мог спокойно прошлую выиграть. Просто одного раунда не хватило пожить. Топ-3 только. Но... Жизненная жиза. Создатель кастомки собрал себе команду, а потом, видимо, выгнал неугодных. На мороз и они родили это казино. Да, эта же игра полностью поддерживает Dota 2. То есть, ну, она... Короче, они взаимосвязаны. То есть тут нет такого, что там, типа, игра отдельно друг от друга. Они взаимосвязаны. А еще и от мобов, кстати, сдох. Ну вот тебе скилл. Мне тупо, не пришло немного по фигуре. Зато кабанчики пришли. Блин, не успел заюзать. Турниры для фанбазы. Приз, игра в дуоранге на ролик. Может быть, найдутся желающие.
Но сначала до ранг надо, чтобы посмотрели. Так, секунду, я что-то тут заговорился, я вообще какую-то дичь сейчас творю. Берти, так как ты сделал его в 2 звезды? Ребята, вы откуда такие скилловые родились? Обалдеть. Прикол. Ну куда мне это яйцо запихнуть сейчас? Мне некуда яйцо это запихнуть. Получается, мунтоны рвут всех. Что такое мунтоны? Они реально поддерживают всех стримеров и турниры с бешеным призовым. Лобби пант не хочешь сыграть? Так, а что я сделаю с лобби пандой? Если там шанс выпадения фигуры 8 либо 10%. Такое себе. Вон, Берти нашел себе Эмбера в 2 звезды. Соберет его грамотно, разорвет всех. А, он и пытался найти рок войны, ой, драконий рог. Вот. Убийцы сейчас уже 3-звездочные будут здесь. Неприятненько. Буду сидеть с яйцом. Что поделать? Так. Печально то, что Dota Underlord загнулась. Ну, авточес, я думаю, тоже когда-то это загнется. Привет-привет. Но добавлю я тебя в Дискорд, и что ты хочешь, чтоб там было? Вообще, упрощать геймплей в подобных играх, это все равно, что рыть себе могила, ибо порог входа снижает видимость кривого баланса. Авточесы лучшая мобильная игра, я считаю. Ну, для кого как. Для кого-то да, для кого-то нет. Тут уже каждому на вкус и цвет. Мне вот нравится авточестно из-за того, что разработчики, ну, кривые, нехорошие люди, такое себе. Я, по-моему, кстати, здесь сдох. Я какую-то дичь... Ну, мне вообще тут ничего не идет нормального, адекватного. Ни по усилению, не так. Как ты думаешь, какой в игре онлайн? Ну... Я думаю, небольшой. Ну, наверное, сколько? Ну, если со всего мира собрать, то, думаю, 1003-5 это максимум. Вот есть Steam Charts, в котором показывают, типа, какой онлайн именно со Steam. Со Steam, вот это я сказал, со Steam. И там пиковый онлайн, по-моему, 350 либо 500 человек было в Steam. Underlords что-то перемудрили с синергиями. Дело в том, что Underlords синергии очень слабо выделяются. В плане выделяются очень слабо. Куда мне это яйцо впихнуть, боже? Сейчас снова от мобов откисну. Девять воинов, 6 рыцарей. Если бы здесь не было убийцы, я бы мог попробовать одну сборку, но тут есть убийца. Мунтоны — это разраба Mobile Legends, Бен и CSGO. Посмотри, если интересно. Ну, будет время, гляну. Я когда-то что-то слышал за эту игру. Когда-то мне о ней писали. Только когда, не помню. Need reinforcement?
Есть, короче, у меня один гениальный план. Он надежный, словно швейцарские часы. Попробуем. Правда, у меня уже хп минимум, поэтому, может быть, не получится. Да не может быть, а скорее всего не получится. То есть, к примеру, если взять нежить, то при полной сборке ты чего не получишь, кроме снижения брони. То есть противник не будет резаться в скелетов. И в Underlords так все синергии работают. Даже охотники у них не откидывают. Молодцы они, что я могу сказать. Что сделали так криво. Ну, просто мозгов не хватило доделать игру нормально. Вот и все. Хотя Underlords, по-моему, тоже приятная на внешний вид. In the end, light will be eaten up. Помню времена, когда на комп-версии не было, шмот был с персонажем до конца или удаление. Ну и поднимать уровень вещи надо было как в доте. О, да, я тоже такое помню. Очень давно это было. Очень. Короче, я отвлекся на чат, и я, походу, здесь сдох. Серьезно. Я слишком сильно отвлекся на чат. Ну вот, кстати, пример удачи. Лекс, который сидит на 5 уровне, собрал себе 2 фигуры только в 3 звезды. Вот, ну, пример скилла, даже вот так вот. И Рейнго, который собрал себе уже 3 фигуры в 3 звезды, при этом тоже жезл Кира имеет. Ну, типа вот, закономерность, да? Плюс моя личная претензия в том, что дается лишь один предмет на героя, и зачастую эти предметы немощные. Да, было такое когда-то. Не знаю, мне нравится вот в ТФТ. Кто не видел ТФТ, то посмотрите ТФТ. Сложная очень игра в обучении, особенно когда ты только с доты. Ну, зато она того стоит, как по мне. Так что, кому интересно, можете посмотреть ТФТ. Реально интересная игрушка. Ладно, не знаю, я, наверное, не выпутаюсь из ситуации. Но будем пытаться выжить максимум. Время на... Ой, какая... Ой, просто какая бесполезная реликвия. Кабанчики — это одна из самых убитых реликвий в игре сейчас. Я ее юзнул на 10-м раунде, у меня есть кабанчики, которые стоят по 4 монетки. Ну, это нормально? То есть я жертвую своей скамейкой ради того, чтобы у меня кабанчики как бы, ну, росли. Как итог, мы получаем более разочарование кабанчиков 4 монетки. Ну, потому что это самая одна из useless реликвий. Честное слово. Она мне упала с рандомного сундука, и все. Спасибо, конечно, за такой подгон царский, но зачем оно мне надо? Sorry, my gun doesn't. You think you can handle his cat? So rude. I thought I was invited to host the wedding. I rock. Let's roll. Лучше бы аптечка священника упала, было бы намного импактнее. 5 монет. Вот сейчас, чтобы вы понимали, следующий раунд для меня будет конечная с реликвией кабанчиков. То есть вот 20 раунд я уже могу, в принципе, их продавать. Смысл в кабанах, если и так инкам будет, если игрок не кривой. Ну, раньше было... Ой-ой-ой-ой-ой. Да. Зато инвокера нашел. Наныл. Hard training. World is. Taoist, please wait a moment. Непонятно, зачем они кабанчиков поменяли, конечно. Ну, тут я полностью согласен. Я сам не знаю, зачем они кабанов так... Ну, и они их убили, вот честное слово. Одна из самых бесполезных вот реликвий сейчас — это кабанчики. Раньше, да, ты мог, блин, кучу денег себе поиметь и такую... Чувствовать себя уверенным в том, что ты делаешь. Сейчас же кабанчики — это смех. Ready for a heart-racing experience, huh? Не успел. I will dance under the veil of night. От жиры рука прилипла только что к столу и не успел.
Давай, синергия кунг-фу, не подведи меня. Beelzebub, Я верю в тебя как никогда. you been? Ни в кого не верил. Ready for a heart-racing experience, hun? Burning burst fire. An assassin needs a creed. Backstreet Fighting Arena. Pay to join here. Demon was born free, and he is everywhere. My arrow always arrives on. Is someone afraid of the dark? Живем, живем. Нужно создать петицию «Верните деда для нежити». Какого именно деда? Ты про Некра? Compose a song of ice and fire. The stars wanna try link game? Я тебе только продал, и ты пришел. No good, no evil, only darkness. Something horrible is peering into our world from the deep sea. They will be dominated. Life sucks. So does the art of ice fire. Before I come down here, it never snowed. Сейчас, ребят, подождите, я в чате отвечу, только дайте мне немножко времени. Маг-человек. Понял. Пока живем. On a new voyage. How did I shrink? Definitely not. Пока живем. Пока живем, пока живем. Never tried my poison. I wonder what the enemy tastes like. Look out, world. Вот и тварь на панде. А не, выиграл. Wanna sign a contract with me? My answer to thee Так, and everything is 42. вот как переходить в мобили лол, если тупо не знаешь героев? Просто без некрофоса собрать фаст нежить на темпе очень трудно. А пассивка чернокнижника них очень решает на самом деле.
Магический драконобог. Ну, не знаю на самом деле, будет ли это магический драконобог, либо же это не будет магический драконобог. Посмотрим. Ну, типа, я не уверен, если честно, что это будет магический драконобог. Только если придет. Потому что пока как-то, ну, все очень грустно. Тут есть маг-дракон через людей, который намного посильнее будет меня с Аганимом еще. Посмотрим, посмотрим. Пока что не хочу загадывать. Диапазон. То есть призма мне не поможет. Wanna sign a contract with me? Обезоружь. А вот обезоружь, кстати, может очень мне помочь. Dragoon ready. Dragon 2. Ай-яй, ширину нельзя посмотреть. Фух. Не, ну я тут заслуженно отлечу сейчас в минимальный рейд. Ой-ой-ой, какая там Лина заряженная. Но поздно, наверное, пришла Лина в 3 звезды. Поздно. Темпларка с Кираасой. Но я тут опасаюсь... Ой-ой-ой, какое. Я тут опасаюсь Эмбера, во-первых. Я опасаюсь вот убийцу, потому что вот против них мне будет очень трудно играть. Маг-дракон тут 50 на 50. Хотя нет, 50, не 50 на 50. У него кунка с аганимом и с посохом 3-го тира. Это то, что не хочется вообще видеть в жизни. Вот, кстати, меня и вынесли. Тупо не добил Лину. Прикиньте, урона не хватает. Чистый урон не скейлится через предметы, которые дают магический урон. Все верно, это же чистый урон. Лич. Ну, жалко не у меня. Ой-ой-ой. Это нам надо. Prince? I don't crawl around the ocean is singing. Это нам надо пригодиться. Something horrible is peering into our world. Ever tried my poison? Guess not, you're still alive. Какое же долгое КД у Джакира, бог ты мой. Было бы КД поменьше, я бы даже, может, его и вынес. I am the Eggman. Look out, world. I'm an Easter egg. You found me. They will be dominated. Let's role play. Любимый антимаг. Но тут и без антимага проблем достаточно. Если дать перчатку, то будет так же. Да, все верно. Будет чистый урон без всяких надбавок. Поэтому это важный такой аспект. Его стоит учитывать. Не понял, а чё антимаг такой? Только плюнь, пожалуйста, куда надо, Джакира. Хорош. Ах ты кривозубик просто. You make me hurt in for me. Фу, сейчас бы Зевса. Little
О да, и агонимчик в Зевса, и было бы вообще кайф. I am the Eggman. Avada Kedavra. Маг-дракон сильный, очень сильный маг-дракон. Но убийцы там тоже сильны. Похоже на ГГ. Но оно так и есть. Это не похоже даже, это ГГ. Зевс может решить вопрос. Привет, играю в авточест еще с 2019-го, с перерывами в пару лет. Как приятно видеть, что это теперь не полная копипаста шахмат в доте, а когда появилась игра в Epic Store, это великолепно. А что великолепного, если это все равно одна и та же игра? Что в доте, что так? О, Лич. Лич! Да. Ну вот, допустим, меня легионка вынесет. И все шарбезны собрали. Просто разные видно одного и того же казино. Да это одна и та же игра. Просто там в доте выходят патчи намного раньше, чем здесь. Поэтому я не знаю, в чем различие, конечно. Не эксперт. Cross my fire and ice, right and left. Не знаю, мне сейчас надо резать КД. Не пытаться что-то с этим КД мутить. Понятно. Тайт сильный герой, я не хочу его скипать, но я не могу ничего сделать. Даже если я бы захотел скипнуть, то ничего не могу. Призму не очень хочется забирать. В принципе, можно рискнуть, конечно. Но у меня, если Лич соберется в 2 звезды, с Личом в 2 звезды будет проще играть. А, я все. Окончили игру. Жизнь магов, она такая, она такая. Жизнь магов. Не, ну Берти хорошо повезло с Эмбером. Так рано Эмбера в 2 звезды найти, это сильно. 9 воинов. А, ну тут, кстати, и воины теперь откисают. Ну, сильно-сильно. Ну, кстати, Валера может еще что-то сделать. У него есть хорошие предметы. Еще и Тайда нашел. Не, ну у Валеры есть все шансы выиграть, но только если там соберется сильный противовес ему, то вряд ли. У каждого почти есть шар бездны, плюс плащи. Тупо может не продамажить. Если Зевс в 2 звезды ему найдется, то он в 2 звезды сможет еще что-то сделать. Великолепно, что теперь это кроссплатформенная игра. Играть с ПК намного приятнее. А, в этом плане. Ну, тут да. Тут согласен. Намного приятнее играть с ПК. Очень быстро скроллить и искать пешки. Призму Лича. Эх, стримеру сегодня не пришел скилл. Ну, мне в первой игре повезло слишком сильно, поэтому нормально. Я доволен. Квапа мусор без урона. Так а зачем? Мне квапа нужна была чисто для контроля, чтобы она накидала обезоружь и тому подобное. Я просто не уследил, что там был Рики, который накидывал тучку на всех моих ребят.
Ну тут на каждому на вкус и цвет. Кому с телефона удобнее, кому удобнее с компа. Мне вот с компа удобнее, потому что можно быстро клацать кнопки. Легионка в 3 звезды, конечно, сильная, но из-за того, что там у Рейнга идеальные предметы на убийцах, то такое. Если он еще и найдет какую-то темпларку в 2 звезды, он здесь всех разорвет. А темпларка в 2 звезды пока что ему не идет, либо он ее не ролит. Непонятно. Эмбер силен. Очень силен. Рейнга надо брать 10-й, на 10-м искать темпларку. Найдет темпларку, он здесь выиграет игру. Ну вот, кстати, мага снова вынесли. Посох теперь не может настакать. Хотя 2 гонима имеет, обалдеть. Не, на самом деле, если он найдет себе Зевса, то шансы у него прям огромные. Но дадут ли ему Зевса? Вопрос. Тут из фаворитов есть Берти, который играет через Эмбера, находит перчатку демонов, рвет. Есть Рейнго. Но Рейнга надо найти темпларку. Не найдет темпларку, будет больно. Темпларка слишком много дает. Поставь Рики правильно под мага, пожалуйста. Рейнго. Ну, а рыцари живут еще и за счет антимага, судя по всему. Зевс и аппарат нужен магу. Ну, Лич в 2 звезды с ну, драконий рог ему не нужен, потому что дракона. Но Лич 2 звезды, призма. И тоже будет очень больно. А, все, мага не существует. Такая жизнь магом. Такая жизнь. Чтобы убить такую легу, ему надо чисто урон с руки. Сейчас, если ему перчатка падает, будет приятно. Так, а ну на секунду вебку выключу. Да, тут надо найти ему перчатку. Ой, перчатку, темпларку. И будет нормально. А Берти надо найти перчатку. Вот это у них закономерно. Одному надо то, другому надо то. А Рафу... Ну, Рафу здесь надо только молиться. Потому что одного убийцу он вынесет, а если найдет перчатку, то уже все. Ну и если они найдут по темпларке каждый. Sometimes it's necessary to use some instruments. I am the Eggman. Мантия короля упала. Хорошая тема. Тоже можно использовать. Хотя там у рыцаря есть антимаг, поэтому... Интересное решение. А как создать или войти в лобби с главного меню? Всегда в соло играю. Там, где выбор режима выбираешь, там, соответственно, и выбираешь своя игра и находишь. А темпларка не идет, да? Печально. Печально. Рапира. Решение, конечно, сильное. Но может сыграть злую шутку. Давай посмотрим. А, не сыграла злую шутку. Криты порешали. О, легионка там, кстати, заряженная. Ну, кстати, если Берти находит себе перчатку 4-го тира, он его выносит.
Как лев дерется. И рапиру выбил. Да. Все. У Рафа теперь 100% почти шансы на победу. Да, без перчатки 4-го тира это печально. Рейнга нашел себе щит. Поэтому я болею за легионку. Да, там больше, чем... Нет, 1000 урона, да. И с каждой победой урон только растет. На. На. Ну, посмотрим. Но у тебя щит 5-го тира есть. Может и не ГГ. Ой-о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 й. Щит 5-го тира не имба. Ой, не имба, ой, не имба. Да. Печалька. Щит 5-го тира решает, ребята. Ну и плюс у него перчатка 4-го тира. Но это было сильно, это было сильно. А рапира никому не упала, кстати. Это хорошо. Но Берти проиграл, к сожалению. Можешь, не знаю, даже что брать. И Кираса хороша. О, Хекс, да, все. Куча мясов, есть щит 5-го тира, плюс весь урон чистый возвращается. Ай-яй-яй. Если Рейнга найдет себе еще и темпларку, то там забей. А вот и к попам. Сильно. Вот это я понимаю игра. Горн творит чудеса. Может, ты тоже Горн поставишь? Шансов-то больше будет. Зря, конечно, яйцо в 2 звезды апнул, не знаю. Такое себе решение, но, в принципе, окей. Может, рыжий лис придет в 3 звезды, хотя... Не факт, что поможет. Сейчас посмотрим. У Берти еще как минимум есть парочку предметов, которые можно перекрафтить. Драконий рог есть, отлично, в копу полетит. Либо просто оральнет и найдет себе бессмертие. Бессмертие зарешает в этой игре еще сильнее. Темпларка поможет. Так, одному темпларка не упала. Смотрим на Рейнгу. Попав 2 звезды. Окей. Темпларка есть, а яйца нет. Закон подлости. Ай-яй-яй, яйцо в квапу перед этим кинул. Поспешил, поспешил. Да, это жестко. А чё эти так странно предметы раскиданы? Ой-ой-ой, БФ нашел, кстати. Ну, Сларк просто присасывается в рок и все. Ха-ха, красава, Берти. Не, ну Эмбера раннего в 2 звезды найти, это, конечно, было сильно. Хорош, хорош, хорош. Красавчик, Берти. Сильно, сильно. Фух. Так, Берти, а что ты ливнул? Ты все, типа? Потому что ты же занял топ-1, ты остаешься на следующую игру, если хочешь.
Ну, как видишь, пока нету. Так, кто был, сейчас смотрю. Ренга, Берти, Лекс. Нету. Изи, Рика, Валера, Раф. Изи, Рика, Валера, Раф. Нема никого. Места нема. Ну, поехали. Давайте, ребята, скилловички. Снова панду давай в 2 звезды кто-нибудь. Так, а чё у меня вебка уехала куда-то? Так, ну их этих шляпных магов. Только если будут идти. Доминик аж паузу поставил. Доминик Торетто. На самом деле здесь игра для магов обалденная. Просто смотрите, Зевс, Лич, Инвокер, Квапа. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, красивая была игра, красивая. Итог порадовал. From now on, Looking I for am me, the sword and shield of you Shang, little monster. not the weak brother anymore. Need reinforcements? Давайте и мне что-то типа панды. Я тоже хочу что-нибудь такое попробовать. Я же сейчас возьму клевер и просто не придет эта панда, проверяйте. Не хочу пока клевер брать. Я в целом предмет пока не хочу брать. Надо посмотреть сейчас, что будет идти. I'm coming out. Wanna sign a contract with me? I'm a Опять это стартовое усиление. magic fountain. I am the knight, the Bat Knight. Так, панда есть. У чувачка. Окей. Wanna sign a contract with me? Free from. Well, you probably shouldn't eat this. Убийца Горн мой любимый. Ну, посмотрим. Так, убийца Горн ко мне пришел, уже неприятно. Давай, стан, стан. Не? Сейчас плевок. Опять стан. Да! Мой любимый убийца Горн. Who do voodoo? I do. I'll take you under my wing. Может, вообще на лустрик встану. Легионка ранняя, Лина. Сейчас ранний баф людей появится уже. Да, неприятно, конечно. Is chaos. Fight first, nap later.
Да, куча двоек у ребят. Давай, лагуна. Куда лагуна полетит? В ЦК, но в ЦК сработал щит. Удивительно. I can pick roses with one hand and hit you with another. Wanna try? I'm not a little mermaid that turns into bubbles. Фу, жарко. Ребят, как у вас там с погодой? Две цветы. Ой-ой-ой. Ну, ранний баф людей, как я говорил. Четыре рыцаря. Неприятно. На самом деле, если мне ЦК в 2 звезды придет, будет приятно. Он будет чистым уроном наваливать. Но тут Сларк наваливает больно. Пу-пу-пу. Погода жесть, спасает только вентилятор. Ого, как я согласен с тобой. So long as the armor is Погода очень жестокая. У меня вентилятор 24/7 работает, но по итогу он что-то слабо спасает. Такая жарень стоит. Так, маги собираются. Окей, Лина в 2 звезды. Два неприятных стола. Ладно, посмотрим. Рыцари. Goblins love to talk shop. Ладно, раз уж на то пошло, то будем играть через лустрик. Главное мобов затащить. Мгм. burning burst. Canvas, launch Mark 11 armor. А я резака продал. Дурак. All I need is my bow, an arrow, and a target. Да, у ребят там сильные столы. Столько двоек уже. I can pick roses with one hand and hit you with another. Wanna try? Это нам надо. Это нам 100% надо. Pop my bubble, huh? I'll blow every bit of you up.
Берилеги тоже 1К урона будет. Да не, мне так не фартит. Я-то взял. Но я знаю, что мне так фартить не будет 100%. Я себя слишком прекрасно знаю. I'm a magic user, not a. In the end, light will be eaten up. У меня рубрика все по 2. Не, в любом случае, попытка не пытка. Ну, там собирается синергия кунг-фу уже через зверей, а скорее всего будет через духов в конечном итоге. Хаотичные договоры. Не, если мне ранее антимаг в 2 звезды придет, то можно и легионку собирать. Только сказал за антимага, и антимаг пришел моему противнику. Ладно, на самом деле есть у меня одна идея, как мы можем сыграть. Если сейчас более-менее фартанет, то может быть все хорошо будет. Воины собираются. Хотя у меня уже хп не так много, чтобы расщедриваться на него. Идеальный старт для инсеков. Инсеки прут, конечно, нормально, да. Не, идеальный старт был бы тогда, когда у меня было бы... скажи, я тебе скажу. Были бы у меня жрецы с самого начала, и я бы сидел в инкаме. Где-то на таком раунде у меня был бы уже 8-й. Вот это был бы идеальный старт. The scroll's my blanket, the brush my pillow. This is the life. Нельзя антимага вслух произнести. Тот, кого нельзя называть. Я даже если вслух произносить не буду, он все равно ко мне не придет. Он ко мне так редко приходит рано, что мама мия. Зато моим противникам нормально шлет так его. Оп, перчатка первого тира сработала. И дубликат цвета схавал. Пока живем. Itchy hand? I'll take you under my wing. Welcome to the Marines. Toy Squad! Time for mischief! There's an arrow with your name on it. Будет классно, если у меня эти баночки много хп восстановят. Это будет очень классно. Живи! И от мобов откис. Да елки-палки. Ну, прокати тычки. Ну, я охотников что, зря поставил?
По всей видимости, зря. Что, ребят, каковы шансы? Получится, не получится? Баф людей ранних, обалдеть. Только не раскормите Айтера. Нормально. Я думал, меньше восстановлю хп. Так, поделитесь кто-нибудь антимагом. Посох 3-го тира у мага. Сильно. Два сильных мага. Опа. Сюда. I will dance under the veil of night. Так, ну что мы делаем в таком-то случае? У меня был один план. О, там Керри ДК. Или нет? Free from death. Ah, heaven. Что мы можем в таком смысле сделать тогда? Есть мета. Хорошие предметы у антимага. Я что, жрецов разобрал? Ёперный театр, вот это гений. А, нет, жрецы стояли, а чё? Я заполнил полностью весь свой стол. Тьфу ты. Молодец, Саня. Молодец. Какой ты умничка. А я-то думаю, почему я не получаю ничего, кроме в табло. Гридер. Интересно. Это ласт? Да, это будет последняя. Ты решил мне винстрик таким образом точнее, отдать? Wanna try? Where's the destiny? Маги, драконы, люди. Люди. Ого, спасибо за донат. Сейчас посмотрю, если кто-то там что-то написал. Спасибо за донат. Опять от мобов откис. Bring this to my bodyguards outside. I'm Мета. Ну, на самом деле неплохо. Хан. Когда скамейка полная, эссенцию не получаешь, но на одну фигуру надо меньше держать, чтобы получить эссенцию. Backstreet Fighting Arena. Pay to join here. Wanna try Link game? You can't stop the cave clan.
Сейчас, ребятки, секунду почитаю, что. Умника нашли. Без комментария, к сожалению. Спасибо за донат, спасибо. Хотя у меня такой стол, я думаю, что у меня еще слабоват стол, чтобы выставлять. Я думаю, чуть послабее лучше сделаю. Лучше пусть у меня будет 2 жреца еще. Стол пока очень слабенький. Еще и тут 6 магов, 5 драконов собирается. Да, наверное, я пока погорячился, выставляю свой стол. О, ну, дефолт. Опасно тебе донатить. На самом деле, мне донатили через Telegram кошелек. Типа нормально было. I'm an Easter egg. I am inevitable. Feel the fire. I am the Eggman. My foolish father used. I'm Hermes, the fastest man in the world. Вы это тоже видите или мне это кажется? Hail God! Something horrible is peering into our world from the deep sea. Fake mercy is meaningless. Да, я это прекрасно понимаю. Там у кого их не может быть. Ай-яй-яй, еще слабо. World is empty. I'm the Khan of the Horde. There's no one I can't beat with my hatchet. Тролли. Маги, 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 маги. 4 бога. Ну, 4 бога это слишком. Not all dancers can stand here. А ну, сейчас посмотрим. Духи собрал. А, Энигма в 3 звезды, обалдеть. Больно. 4 духа, Энигма 3 звезд. I'm not a hero, but I can bring heroes. Че, еще Варлок пришел? I've waited long enough. Every scar makes an even more devoted Ладно, поверю в себя. Спасибо за донат большое, спасибо. Сейчас гляну комментарий. Секундочку. А то меня пока пинают. Ща. И походу отлетел. Что-то вообще как-то... Ну не то, не то, не то. Сейчас, может быть, если на 25-м раунде мне упадет более-менее нормальный предмет, то еще что-то будет. Например, желательно посох 3-го тира, к примеру. Ай-яй-яй, агар, больно. Жить, 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 жить! О, нет. Не будем жить. Темпларку открою, чтобы 5 монет получить. Гоу еще одно, только смог подключиться. Что-то банк у меня донаты поделил на 2. Виллер. Спасибо, спасибо тебе за донат, Виллер. Не знаю, что так он у тебя поделил. Может, глюк какой-то. У меня, к сожалению, время сейчас, Виллер. Меня тут будет за спину кусать. А так я бы с удовольствием. Так, ну что думаете, смогу затащить? Я думаю, вряд ли. Ну, хотя бы в топ... Топ-4 подняться.
Ну, чтоб не слишком наглеть. monster. Зевс! Ой-ой-ой! I heard a monkey. The stars show bit to the fire. I'm an Easter egg. You found me. The ocean is singing. Еп. Ясно. GG! Оу. А мне нравится способность, которую украл сейчас мой Рубик. Успел мету заюзать. Ха! 3 хп восстановил. Лев. My sister. I used to be a painter. Then I took an arrow in the knee. Так, что ж мне делать дальше? Есть омник. Значит, можно так поставить. У меня маленький омник есть. Маг. О. Want to defeat Shaman? Defeat me first. Есть. Фу. Pick roses with one hand. С магами, конечно, будет тяжко тягаться. Try. Mission to engage. Надо двух магов вынести, и будет попроще. Ой-ой-ой, Свен 2 звезды, с омником 2 звезды. Ребята, откуда вы такие скилловые нарисовались? No good, no evil. Only Жить, 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 жить! Жить! Beelzebub. Where have you been? Вот это Сирича пригласил. Смотрите. Backstreet Fighting Arena. Pay to join here. Самое смешное, что я не могу рольнуть никакой предмет. Марси тоже, конечно, огненная там. Что-то чатик так притих. Все в игре, что ли? Папа. Так, снова маг ко мне пришел. Жить хочу, хочу жить!
Жить! Надо 2 магов вынести, будет попроще игра, серьезно. А что там мне пришло? Что там мне пришло? Пиво пришло. Так сказал, как будто это мне на счет упало пиво. Фух. Ребята, вынесите магов по бырику. Надо 2 магов вынести. У меня ж чатик не завис, надеюсь. У меня сейчас такой дождь пошел за окном. Кайф. Я так давно его ждал. Sign a contract with me. Еще одно пиво пришло. Пиво это классно. Пиво это хорошо. Рыбалка не очень. This is my stage. And this is my... I'm not the little mermaid that turns into bubbles. Проверка, проверка. Чат не завис. Спасибо, спасибо, что проверил. Нормально, у меня только что за окном так гром прогремел. Listen and you can hear the sea. Все ок, все внимательно смотрят игру. Икпу. Котел с аганимом, но без посоха 3-го тира. Шансы есть. Лич. А с личом шансов нет. Лич огромный. Ой, какой ты огромный на троллях. Боже. Минус 20 дал. Так, шипер маг вылетел один. Остался еще один маг. Остался еще один маг. Очень поздно, конечно, у меня сейчас улучшение поприходило. Омник, 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 омника вместо кого? Вместо кого омника поставить-то? А тупо нету вместо кого, прикиньте. Жить. Жить. Надо жить. Щит 5-го тира. Не-не-не-не-не, я это не переживу, к сожалению. Не. К сожалению, я никак это не переживу. 3 хп. Маг живет до сих пор. Вот маг огромный. Вместо морских, конечно, будет такое его ставить, но разве что можно его поставить вот таким вот образом. Вместо хана пока что. Тогда да, в принципе, можно оставить пока. У меня есть еще яйцо. А омник не пришел. Ну, тут, конечно, огромный у него стол. 6 духов. Тоже Свен 2 звезды. Поэтому маги напрягают, слишком много внимания оттягивают на себя. Да тут на самом деле у меня игра со старта особо не пошла. Да и хп нету, понимаешь, играть. Трудность в этом еще. В том, что тупо нет хп. Маг жив.
Нет хп мага переживать. Так, в принципе, можно было бы что-то придумать против них. Но маг пока на первом месте. Лич творит чудеса, судя по всему. С Омником в 2 звезды. Да дай же мне Омника, ну, по-братски. GG. Ну я в топ-3 зашел. Ай-яй-яй. Не, хорош, хорош. Хорош. Ну, вот это вот все хорошо. Это отменно, понимаете, это отменно. Он найдет призму, он этого воина испепелит. Поставит еще дум на всякий случай, чтобы воину нелегко жилось. И все. Тупо призма нужна. Но просто есть проблема. Даже если он найдет призму, ему может урона не хватить, когда останется, допустим, один Хускар, либо один Свен. Что-то одно. У тебя, кстати... 9 магов, 6 людей. А это, кстати, сильно. Джакира тут же нету? Но Джакира нету, но можно 2 бога поставить. Сейчас лишних людей поубирает. Но тут есть прикол. Он может закирить Свена, он будет пробивать, соответственно, щит Омника. А если еще бессмертие упадет и БКБ, то это забей. Давай БКБ. Куча лишних предметов просто есть еще. Давай БКБ. Или тупо гритеров поставить тоже. Хотя не, лучше Свена оставить под демонами. Давай, 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 покажи. 4 морских ставят, окей. Все хрень надо скипать. Надо БКБ искать. На манте, окей. Еще один. Ну, это такое все. Очень много лишних предметов. Очень много. Ну, шансы есть. Хотя, на самом деле, Айтер там огромный. Призму нашел. Призму не нашел, но есть и гоним. Плюс в том, что ему надо керрить именно Свена. У Свена чистый урон с руки. Бессмертие, бессмертие. Не успел чуть-чуть. Сейчас хоть бы не на все лицо. Хорош. Хорош. Грызи. Грызи. Давай. 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 Какая потная игра. Зевс в 2 звезды. Но там посох не настакан. Единственный момент, который меня радует, это то, что там посох не настакан. Ему бы баф людей убрать бы вообще, было бы шикарно. Но он тогда лишится 9 магов. Но вот этот вот чертила может пробивать, будь здоров. Но из-за того, что у него нету 4 богов, у него будет максимальная КД сейчас на его Зевсе, и поэтому Свен, скорее всего, его аннигилирует. Да, да. Зевс не туда кастанул и в могилу отправился. Тут надо будет выбирать, либо ставить 4 бога, чтобы Зевс кастовал, либо же нет. Красота. Вот это битва. Как вам каточка? Вот судьба магов. Он не настакал посох. Ну, может быть, если он поставит 4 бога и горн какой-то условно, то будет уже попроще. Без 9 магов. Вот просто сейчас Зевсу не хватает стаков на посохе. Один предмет не выпал. А какой хоть предмет искал? Ты искал предмет 4-го тира на чистый урон?
С чистым уроном прикольно, но не знаю. Не знаю. А без оруж, кстати, хорошо бы затриггерил этого Свена, потому что предметов на сейф вообще нету. Да. Но игра очень красивая, ребята. Очень красивая игра. Очень. Но мне чисто повезло. Доминик вылетел немного раньше, чем я. Не, ну игра кайфовая, кайфовая. Вот такой вот Зевс был. К сожалению, не заряженный, но на самом деле топ-2 тоже не зазорно занять. Тут просто вот смотрите, сколько предметов на максейв. Просто еще и морские сверху, еще и Хускар готовился. Та! Ляпота. Ну, красота, красота. Фу, красивые игры были. Чё, как вам стримчик-то по итогу? Не забудьте тыкнуть лайк под конец стрима. Игры кайфовые были. Классные, классные игры. Очень классные. Спасибо всем за катки, ребят. Спасибо всем, кто был на стриме. Кто не подписан, обязательно подпишитесь. И, соответственно, на Телеграм тоже подпишитесь. Там я пишу, когда стримы по обновлениям игры. Там, кстати, сделал анонс. Анонс нового героя, нового патча. Там некоторые ребалансы ввели. Так что давайте, не стесняйтесь. Залетайте. Виллер, спасибо тебе еще раз за донат. Так, ну у нас в чате стесняются. Ребят, спасибо, что были. Тыкайте лайк, подписывайтесь. Ну и до новых встреч. Соответственно, через, наверное, 2-3 дня где-то еще один будет стрим. Но в Телеграме, соответственно, напишу. Так что всем спасибо за стримчик. Всем пока-пока.